Добрый день, с вами Инна, компания Мой Мерсин. Мы с вами сегодня побываем в гостях у Карлсона. Да, вы не ослышались, мы с вами пойдем смотреть квартиру на чердаке или же мансардный этаж 14-этажного здания. Квартира 2+1 находится в районе Тамюк, в закрытой территории с огромнейшей зеленой территорией, со своим парком, со своими бассейнами, со своей кафешкой. Комплекс находится на первой линии, вот с таким песчаным пляжем, пологим заходом, со своими лежаками, с зонтиками. Здесь по набережной очень много мест, где можно будет посидеть, покушать вечером, мороженку съесть. То есть очень хорошая локация для того, чтобы приезжать сюда и отдыхать всей семьей. Ну а теперь предлагаю пройти и посмотреть эту интересную, необычную квартиру. Пойдемте. Мы с вами поднялись на последний этаж. Обратите внимание, 3 лифта здесь имеется. Вот такая вот открытая площадка перед лифтом. И теперь проходим к самой квартире. И посмотрите, какой коридорчик здесь открывается. Вот такой коридорчик. Первая квартира и вторая квартира, ну это по счету третья квартира получается наша. За балконом коридора мы с вами видим огромнейшую территорию комплекса. Очень большая, очень красивая территория. 2 огромнейших бассейна, ландшафтная зона, аквапарк небольшой. И также вы видите, что в Сите есть своя кафешка, где вы можете посидеть, чай, кофе попить, или же как местные турки, вот мы снизу видим, что сидят и играют в турецкие нарды. Ну а наша квартира, вот она. Даже стоя здесь, смотря отсюда на квартиру, складывается такое ощущение, что вы заходите к себе в частный дом. Не в квартиру, а в частный дом. Где-то там в Италии, в небольшом переулочке на берегу Средиземного моря. Очень уютно, очень классная, приятная атмосфера. Вот такая вот калиточка есть. Посмотрите, как мило. Смотрите, какая красивая калиточка кованая. И добро пожаловать в квартиру. Сразу, не входя в квартиру, смотрите, какая веранда. Здесь у нее есть открытая веранда, где вы можете... Сейчас, конечно, очень жарко, поэтому не сильно будет удобно здесь сидеть днем, но через месяц, я думаю, уже будет вполне комфортно. Здесь, если поставить стол, стулья, сидеть, наслаждаться видами города, видами на территорию и чаевничать. Дальше, раз мы уже начали отсюда, хочу показать, что здесь хозяйка спрятала термосифон, то есть обогреватель для подачи горячей воды. И теперь заходим, наконец-то заходим в квартиру. Железная дверь, первая решетчатая железная дверь, она тоже ставится для того, чтобы в квартире квартира хорошо проветривалась. При желании можно будет ее снять, если вам это не нравится. Дальше вторая дверь, и мы с вами зашли в квартиру. Получается, здесь перед нами сразу же открывается кухня, совмещенная с гостиной. Но самое главное, это с порога, вот это вот, посмотрите, вот эти виды. Посмотрите, какие виды открываются с порога данной квартиры. Полная панорама. И я вас уверяю, здесь вам телевизор абсолютно не нужен, никому ни на чьи виды с балкона завидовать не нужно, потому что лучше, я думаю, уже не будет. И ближе моря уже точно не будет, даже если вы будете жить на вилле, я так думаю. Так, вернемся в квартиру. Так, зашли, вот такая вот прихожая, здесь зеркало повесили, и здесь хозяйка поставила хороший обеденный стол, такой не маленький. Дальше кухонный гарнитур Г-образной формы, посмотрите, выполнена она с ДСП, пленочная ДСП под дерево, но хочу сказать, что все, фасады, полочки, все в идеальном состоянии. Посмотрите, какая классная полка здесь удобная. Сейчас, не дай бог, что-нибудь вывалю.
Дальше снизу посудомоечная машинка, холодильник, каменная столешница, встроенная мойка, и даже имеется окошко над мойкой, куда она выходит еще на террасу, то есть можно будет отодвигать окошко, отсюда подавать и там уже накрывать на стол, тоже удобно. И давайте теперь переходим далее с вами. Кстати, по всей квартире на полу плитка, так как эта квартира летняя, и чтобы, естественно, зимой здесь, наверное, практически никто и не проживает, здесь они приезжают, хозяева, только на лето. Поэтому на полу плитка, при желании можно будет постелить ковер. Плитка в отличном состоянии. И мы с вами плавно перешли в зону гостиной. Здесь зона ТВ, диванчик, кресло, еще побольше диван, еще одно кресло. И, как вы видите, еще полно места для перемещения. С гостиной имеется панорамное окно с выходом на балкон. Но до балкона хочу вам показать эту крышу, потолок, вернее, данной квартиры. Вот такой вот необычный деревянный потолок. Сейчас на улице примерно 37 градусов жары, но поверьте, по всей квартире работает только вот этот вентилятор, и здесь абсолютно не жарко. То есть хозяйка сказала, что она здесь сделала очень хорошую изоляцию, такой хороший слой изоляции. За счет этого у нее, естественно, видно по белым стенам, что нигде ничего не подтекает и не жарко в квартире. Вообще, квартира сама по себе такой лакомый кусочек для дизайнеров, я бы сказала, потому что здесь есть куда развернуться. Я думаю, из нее можно сделать такую конфетку, такую квартирку, что, я не знаю, каждый может позавидовать. Здесь прям есть где разгуляться. А теперь давайте выйдем на балкон и посмотрим ее. Мы с вами вышли не на балкон, я бы сказала, на Средиземное море, потому что такое ощущение, что ты с квартиры шагаешь прямо на море. До того оно близко, такое оно бескрайнее, широкое, большое, яркое море. Очень приятный вид, очень завораживающий вид. И, не знаю, видно миллион, наверное. За балконом также видно территорию комплекса, баскетбольная площадка. Вообще комплекс сам по себе огромный. У него есть своя пляжная зона, свои лежаки, свои зонтики, которые относятся только к этому комплексу, и там могут располагаться только жители этого комплекса. Ну и плюс, естественно, хороший песчаный пляж и пологий заход. Ну и теперь давайте вернемся на наш балкон. Очень красивый, очень аккуратный, квадратный, просторный, большой балкон. Я думаю, здесь все ваши гости, кто бы к вам ни приезжал, будут драться между собой, кто будет здесь спать, потому что здесь очень приятный звук, шум моря, ветерочек приятный дует. То, что мы на самом верху, это 14 этаж, мансардный этаж 14-этажного дома. То есть, как вы понимаете, очень хорошо проветривается. Ну и с этой стороны я вижу небольшую печь, но судя по тому, что она абсолютно белая, чистая, я думаю, она не функционирует. Хотя, кто его знает, у хозяйки нужно будет потом уточнять. Ну а теперь предлагаю вернуться в саму квартиру и посмотреть уже комнаты, потому что в порыве чувств я сегодня начала свой обзор с того, где надо вообще ее заканчивать, с изюминки. Но давайте теперь вернемся. И здесь возвращаемся с вами в прихожую. Здесь мы переходим в небольшой коридорчик, где начинается разветвление помещений. Первое помещение – это первая комната, первая спальня. Она здесь не особо большая, но тем не менее 1,60 м кровать стоит. Вот так вот хозяйка встроила здесь шкаф. Имеется окно на ту же террасу, на двор комплекса. На полу также плитка. И, как вы видите, в принципе, места вполне достаточно. Из нее можно будет сделать, не знаю, детскую комнату или же оставить точно так же, как гостевую комнату.
кому как нравится и как нужно. Такой же потолок деревянный. И теперь далее выходим. И следующее помещение это у нас санузел. Санузел в данной квартире один. И вот такой вот мойка большая, шкафчик под мойкой, над мойкой, сбоку вот такой вот пенал стоит. Далее сзади меня инсталляция, душевая кабина угловая. И за дверью у нас еще прячется стиральная машинка. Ну и над ним шкафчик для моющих средств. Обратите внимание на потолок. Какой он высокий. То есть, опять же, для дизайнеров лакомый кусочек. Далее переходим с вами уже во вторую спальню. Это уже у нас получается общая спальня. И я вот так вот чуть-чуть отойду, чтобы вы видели виды с этой спальни. Вот такая вот просторная спальня, тоже светлая. Мне нравится, что хозяйка полностью стены побелила белым цветом, потолок под дерево, не под дерево, он и на самом деле деревянный такой. И такое ощущение, что вы, не знаю, у меня, по крайней мере, ощущение, то, что я нахожусь в гостях у Карлсона. Вот так вот. Также на полу плитка, встроенный шкаф, кровать 1,60 м, в принципе, стоит. Вполне много места, в принципе, высокий потолок, сложный, интересный высокий потолок. Так что, не знаю, мне очень нравится, так, вам решать. Итак, мы с вами сегодня побывали в гостях у Карлсона. Я надеюсь, вы заценили эту квартиру. Очень необычная, очень милая квартира с прекраснейшими видами, что с порога, со спален, с балкона, так еще и с коридора. Так что вот такая вот квартира 2+1 в районе Томюк, на Первой Береговой, в закрытом комплексе, с шикарной территорией, с отличной инфраструктурой. У нас с вами сегодня была на обзоре. Я думаю, каждого заинтересует эта квартира, поэтому жду ваше мнение в комментариях, что думаете, хотели бы жить вот в такой квартире на мансарде. Вернее, хотели бы иметь дачу на мансарде. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы по данному объекту, пишите нам по указанным номерам. Всем с удовольствием ответим. Всем спасибо и до новых встреч!